Девочки, меня осенило. Бутылку обрезаю. Сейчас сделаю здесь дренажное отверстие. И как раз вот так вот, да? Так обрежу. Вот до сюда вот. И как раз по объему бутылки посажу. Главное сделать побольше дренажных отверстий. Вот так вот. Девочки, ну вот я приготовила бутылки, обрезала по высоте плюс-минус и сделала вот такие вот дырочки. Вот две бутылочки. Ну, а что делать? И вот открыла мандарин. И что я тут вижу? Вижу то же самое, что вы видите. Не знаю. Прям в ящике там. Видите, вот открываешь, аккуратно берешь. Надо вот сейчас быстренько как-то перевалить. Вот земля сыпалась. Так, взять аккуратно. Видите, что делается? Ком разваливается. Сейчас что-то буду делать. Короче, земля покинула чат. Корневая вот такая вот. Сейчас буду я эту землю туда закладывать. Ну, вот такой вот себе. Ну вот, девочки, пересадили. Здесь, конечно, не перлита, ничего. Просто тяжелая земля. Где еще плодородная. Но я не хочу ничего менять. Как бы считайте, что заново посадила. А здесь прям вот такая вот картина. Надеюсь, что этот ком... А вон корешки есть. Надеюсь, что он не рассыпется, когда я за него сейчас возьмусь. Это лимончик. Вот у лимончика получше ситуация. Но грунт себе такой, да? Какой-то прям вообще. Но я не хочу ничего менять. Прям как будто какой-то суглинок. Так, смотрите. Ему даже много этой бутылки. Вернее, мало. Немножко корневую шейку откроем. Земля, прям я не знаю, с огорода что ли. Видите, сколько там еще пустот. Блин, надо чем-то заполнять. У меня есть, конечно, земля. Надо будет сейчас мои добавить. Капец. Тут как-то все упало с этого мандарина. А с лимона ничего не упало, но оно прям как пластилин. А вот и пришел Жорка, цветовод, проверяет качество посадки. Да, Жорчка? Что там такое привезли? Ты все проспал? Да? Привет. Девочки, добавляю свою компансана универсальный в лимон лунарио, потому что там очень много места. Что такое? Что ты стащил? Не поранься, говорю, не поранься. Ну иди занимайся. Вот так вот. Обсыпаю. Здесь пришлось, ну, сама земля осыпалась. То есть корни не держат. Но я тот же объем грунта туда и поместила. А здесь вот корни держат. Хороший ком. Так, все, мы с Жориком пересадили. Все нормально. Жорик продолжает играться. Его тут свои дела. У меня свои, у него свои. В общем, девочки, вот так вот. Вот так вот получилось. Такая красота. Да, Жорочка? Так. Посмотрим. Справимся на этот раз или не справимся. Ну, пожелайте нам удачи. Девочки, какая все-таки жара сегодня. Прям ужас. Пью холодный компот прямо из холодильника. Мы с Жоркой сходили погуляли. Вот он. Я быстренько пробежалась, потому что пришла еще одна посылка. Прям сегодня. Жора, компот вкусный, но тебе не нужно. Ты что, собрался компот пить? Ну, здрасте. Ты что? Иди водичку попей. Собакам нельзя компот.
Блин, компот у меня. Ну, здрасте, и что будем делать теперь? Это компот. Полызгал у меня компот. Где тебе надо водичку пить, компот нельзя. Он сладенький, конечно. Девочки, из Запорожья пришла посылка. Это мой Майер приехал, про который я вам говорила, наверное. Девочки, он и цветет, и плодоносит. Так что, Алена, вдруг будете смотреть мое видео, вдруг это вам большое спасибо за ваш укорененный черенок. Вот. Упаковочка. Достаем. Я не могу понять, где тут сзади, где вперед. Ага. У меня сегодня прям, знаете, лимонная страна. Ой, вот он, здесь листики. Он в гофре, как упакованный. А я зашла на Агромаркет, но у них предыдущая посылка была с Агромаркета. У них, по-моему, Майер, он привит. А мне хочется корни собственные. Я не знаю, как лучше уже. О, немножко листик упал. И не один. Вот. Падают 2 листика. Бедняжка. Ну вот человек сам укоренял. Уже смотрите, какие приросты. Да, Жорочка. Приросты тут обалденные. Немножко помялся он, потому что он ехал из Запорожья. Вот такой вот он. Мы с Аленой пообменялись сообщениями. Я на OLX покупала. Я поспрашала, что да как. Все-таки это очень такой, знаете, лимон непростой, как по мне. Не для начинающих, таких как я. Но мне вот просто вот не знаю. Люблю я Майер. Скажете, откуда ты знаешь какую, но если ты его... Ну, никогда у тебя не получалось его вырастить до плодика. Я в магазине покупала. В магазине очень часто есть в зимнее время продажи в овощном отделе. Я освобождаю вот это плодики Майера. Они такие, знаете, лимон написано, лимон Майер. Бывает ничего не написано, просто лимон. Но они такие отличаются от обычного лимона. Они такие гладенькие, небольшие и больше оранжевые, чем желтые. И они ароматные, вкусные. Тут на грунте была тряпочка. Не тряпочка, это салфеточка. Так. Ну, он корни собственные, укорененные, вот так в горшочке. Честно говоря, я думала, что горшочек поменьше. Такой вот вазончик с дренажными отверстиями. Я спросила, какой грунт использует хозяйка этого черенка. Она мне написала, что... я забыла название, я вам ставлю фото. Именно красная. Есть там зеленая упаковка, есть красная. Прибалтийский грунт. Говорит, что очень хороший. Это торфогрунт. В общем, он такой, девочки, Майер. Видите, вот здесь у него прям немало приростов. Ну и черенок такой приличный. Вот видно, что вот черенок был сильный, укорененный. Ой, надеюсь, что все будет хорошо с ним. Сейчас тоже его с дороги побрызгаю. Надеюсь, что он... У меня там разведено еще с утра. То, что мы с вами брызгали. Или я сама уже брызгала. То, что я брызгала лимон и апельсин, которые приехали сегодня утром. А этот приехал в обед. Спецрейсом. Из домашней коллекции. Вот такой вот. Хочется, конечно, сказать, не загуби, Анюта. Я буду стараться, девочки. Немножко листик пожелтевший, краешек. Но это ничего страшного. Майер вообще такой, он любит покидаться листвой. Он такой. А у меня, говорю, с Агромаркета была вот так подвой. И вот такой кусочек.
Ну вот как пол этой веточки. И он все, прививка отсохла. И все. Сам подвой остался. Ну, а что мне с ним делать? Он начал давать ростики. Короче. В общем, вот такая вот еще няшная история у нас здесь. И вот такая вот няшная. Жарко, Жорки, жарко. Водичку с собой брали, но он даже не захотел бегать за палочкой, потому что жарко. Пойдем уже вечером гулять. Все, друзья мои, всех обняла в очередной раз за сегодня. Ну, мне приятно, что вы со мной. Так, друзья мои, у нас продолжается жара. И я очень переживаю за свои цитрусовые. Сегодня ровно 3 суток, как они в моем уходе. Ну вот Мэйр пока вот так выглядит. Тьфу-тьфу, нормально. Я даже... Вот уже горшочек становится не такой тяжелый. Думаю, что буду поливать. Уже буду поливать. Эти в бутылках обвязаны мной вот такой симпатичной бумагой, потому что здесь после 4 начинает поворачиваться солнце, даже после 3. Но конкретно вот сюда, на мой апельсинчик и на лимончик, солнце приходит к часам к 4. Ну так, вскользь. Но все равно вот там же как бы бутылка, да, и темный грунт, и нагревается ком. Поэтому для того, чтобы не запрели корни, я сделала вот такую веселенькую им оберточку. Что мне не нравится? Мне не нравится лунарио. Он так вот, как приехал с такими поникшими листочками, так он и стоит с ними. Это такая адаптация. Несколько раз я брызгала их водичкой с цирконом. Ну, посмотрим. Естественно, что нужна адаптация. Так, смотрю у Мэйра, что тоже сбрасывает. Ну, скорее всего, что да. Ну, такое дело. Пересылка – это дело стрессовое. С утра сегодня я тоже их обрызгала. Здесь тенечек. Но я очень надеюсь, что у них все будет хорошо. Корневая лучше у лунарио. Но почему такое состояние листвы, мне непонятно. Видите, такой вот закрученный листик. Такое что-то. И не вялый, но такой какой-то уставший. Но я надеюсь. Здесь корней меньше у апельсина. Каванавасы он называется. Ой, это ж не... Господи, девочки, это мандарин. У мандарина каванавасы меньше корней. Но вроде как листочки у него выглядят неплохо. Девочки, у нас сегодня такой ветерок. Выходные. Мы с утра были на море. В море вода холоднющая, просто ледяная. Короче говоря, я 2 раза забежала, выбежала, забежала, выбежала. 2 часа посидели на солнышке и приехали. Так, как продолжает расти мой красавчик? Мне кажется, он, девочки, самый неприхотливый, крупноплодный киевский. Он у меня корни собственный, но пока нету. Я здесь его прищепила, вот тут, видите? Там было 2 листика, я прищепила, потому что я хочу, чтобы он уже начал давать боковые ответвления. Ну, посмотрим. Пока тишина. Дело в том, что высокие температуры и растения все стрессуют. Я их обрызгиваю по 2-3 раза на день. Ну, утром в основном и вечером. Бывает, иногда в обед брызгаю. В общем, когда есть время, я прогуливаюсь. Когда здесь мимо прохожу, то я орошаю эту компанию. В общем, вот такие у меня 4 цитруса. Первые шаги в цитрусоводстве. Но я бы так не сказала, у меня уже был опыт, у меня был Мэйр и был лимон павловский. На лимоне павловском даже у меня завязалось и созрело 2 лимона, но моей ошибкой было то, что я вот в этой локации, вот здесь на полоне у меня стояли, я их оставила в зимовку. И, короче говоря, видно, подмерзли корни. Я где-то полила. Так, самое главное у цитрусовых
поставить на место так, чтобы листики остались в том же положении по отношению к источнику света, в каком они были. Я ориентируюсь на бирочку, можно там что-то прицепить, так, чтобы понимать, как крутить. Для цитрусовых просто болезненный тот вариант, когда ты их возвращаешь на их место и ставишь другой стороной, может возникнуть листопад. Представляете, какие они неженки. Так что вот так. В общем, вообще не дую даже на Мейера. Вот у него такие подсохшие листочки и были, как он приехал. Ну да, он теряет зависть. Не зависть, господи, зависть. Теряет новые приросты от жары и от пересылки. Вчера даже немножечко у меня было водички чистенькой с янтарной кислотой. Я янтаркой их тоже побрызгала с легонца. Думаю, что не повредит. Так, как ты стоял? Ну, вроде бы так и стоял. Зимой на окне холодно, летом на окне жарко. Так и живем. Так что, друзья мои, вот такая моя первая неделя в компании этих цитрусовых. Надеюсь, что даже не неделя, первые 3 дня. Возможно, они еще не показательные. Как я поливаю, я еще ничего не поливаю. Но вот я чувствую, это просто тяжеленные горшки. Просто тяжеленные бутылки. Ну, мне кажется, что я так заглядываю поверх грунта. Рекомендуют. Ну да, она еще влажная земля. В общем, я еще не поливаю. Не поливаю, потому что там еще очень-очень влажно. Так что всех обняла. Жду лимоны и мандарины. Девочки, мы сегодня опять на яхте. Короче, вода просто лед. Градусов, наверное, 14, мне кажется. Может быть, 16, но это не делает ситуацию лучше. Я вот так забежала, убежала. Короче говоря, это вообще... Она здесь чистая визуально. Но ветер с берега и вода просто... Ну, просто льдинка. Как в межсезонье, знаете, как зимой. Забежал и выбежал, и солнце шпарит. Девочки, уже 11, уже ПЧ, но я под зонтиком опять. Оказывается, и брат с семьей где-то тут на пляжах, но они уже уезжают. Я говорю, а мы только приехали, мы еще посидим. Ну, мы часик уже. Я раза 2 скупнулась и все.